Всем привет, друзья! Вы на канале Виртуальная ювелирная мастерская. Меня зовут Виталий, и здесь я делюсь различными фишками по ювелирному 3D. В прошлой части данного видео мы с вами создали алгоритм, с помощью которого можно быстро набрасывать орнаменты по типу меандра. Сделали базовую его часть, базовый вариант, и сегодня, как и обещал, я предлагаю продолжить работу с этим алгоритмом. Немножко его прокачать, добавить различных опций и пофиксить некоторые баги. В общем, давайте сразу же приступать. Есть несколько моментов, которые я бы хотел в этом алгоритме улучшить. И первый из них — это некий баг, который связан с несогласованностью кривых. Вспомним из прошлого видео, что мы с вами пытались согласовать две формообразующие кривые, то есть те самые офсеты, с помощью вот этой вот ноды из плагина Pufferfish. И, в общем-то, у нас это получилось, но есть некоторые проблемы. Давайте прямо сейчас на них и взглянем. Предположим, что я хочу зарядить в алгоритм вот такую вот форму. Закидываем сюда объект, ну и вроде бы все нормально. Все отлично, наша звездочка работает, но давайте попробуем немножко изменить отступ. Ну даже не немножко, чуть-чуть побольше дали отступа, и смотрите, что сразу происходит. То есть алгоритм поехал. И мы видим, что точки уже не совсем там, где надо. И это, конечно же, делает наш алгоритм очень сильно неуниверсальным. То есть любая ошибка, и в будущем вы увидите, что некоторые другие профили при определенных размерах тоже провоцируют эту ошибку. В общем, любая ошибка, и вот мы получаем такую ситуацию. Что же делать? Ну, наверное, нужно попробовать каким-то образом поздвигать вот эти вот начальные точки у каждой из кривых. То есть сейчас у нас их две, и у нас вот здесь есть такая опция, как guide. То есть мы можем задать guide точку, от которой будет происходить начало отчета нашей кривой. То есть мы можем ее переопределить. И давайте попробуем это сделать. Как мы можем это сделать? Для начала давайте выделим кривые в два потока, чтобы одну взять как основу, а другую как что-то вроде гайда. То есть давайте разделим поток на две части. Сделаем это с помощью ноды Dispatch. И вот у нас одна кривая и вторая кривая. Дальше на одной из кривых попробуем найти так называемый discontinuity. То есть это то место, где заданный тип непрерывности не срабатывает. Опять же, что такое непрерывность? Это все в теоретическом спецкурсе. Условно говоря, мы с вами сейчас хотим найти вот на одной из этих кривых вот эти вот углы. То есть это непрерывность по типу 0. Ну, либо достаточно даже непрерывности по умолчанию с типом 1. Находим эту ноду discontinuity. Закидываем сюда нашу кривую, и вот видим, что точками пометились те места, где у нас находятся изломы. Дальше у нас есть лист из этих изломов, и мы можем определить его в некий лист. То есть заряжаем его вот сюда и получаем набор индексов. Но на самом деле пока что здесь индекс 0. Но мы с вами можем задать сюда бегунок. Сделаем его интеджером и пусть будет примерно 30. Подсоединяем его в слот индексов и смотрим, что теперь мы можем перемещаться. То есть если мы сейчас выделим две вот эти ноды, то увидим, что наша точка начинает бегать. И теперь нам нужно этот индекс завести куда-то вот сюда в виде гайда. Ну, точнее, не в виде гайда, а в виде некого параметра.
Ну да, пусть это будет гайд. И что мы в итоге получили? То есть было вот так, а стало... Ну, то есть смотрим вот сюда, видим, где находятся вот эти две точки. Давайте их приближу. А стало вот так. То есть вроде бы точки встали на место. Давайте посмотрим. Да, снова наш лофт работает нормально. Но опять же, это не панацея. То есть мы начинаем двигать дальше. И где-то на определенном моменте он снова у нас ломается. Смотрим сюда, опять точки разъехались. И дальше мы уже с помощью этого бегунка, как бы ни пытались, они всегда будут не согласованы. Вот, то есть что делать в этой ситуации? Я пошел таким путем, что просто разъединил два этих потока данных и просто сделал эти кривые отдельными независимыми. В чем вообще проблема? Проблема в том, что вот этот вот гайд, он переопределяет. То есть если мы посмотрим, что здесь написано, то написано, что эта точка переопределяет точку начала на первой кривой. Соответственно, первая кривая, поскольку этот модуль согласовывает первую кривую с последующими, он переопределяет и точку второй кривой. И получается, что если мы двигаем этот бегунок, то мы всегда воздействуем на две кривых одновременно. То есть воздействуем на одну, а первая кривая воздействует уже на вторую. Нам это неудобно. То есть нам нужно сделать так, чтобы мы каждую кривую катали здесь по отдельности. Поэтому сейчас мы это все уберем и сделаем следующим образом. Так, давайте сделаем вот так. И мы возьмем отсюда просто две копии. Так, ну давайте как-то немножко здесь все это упорядочим. То есть смотрите, что получается. Сюда мы подводим одну кривую, сюда мы подводим вторую кривую. В итоге мы имеем две кривых, в которых мы можем произвольно менять индексы. То есть теперь в каждой вот этой ноде по одной кривой. И тут согласовывать, по сути дела, нечего. И мы используем эту ноду просто для того, чтобы получать точку на изломе. Потому что эта нода просто дает нам такую возможность с помощью вот этой вот опции Snap. И что мы теперь можем делать? Мы можем с помощью смещения индекса менять произвольно каждую точку на каждой ноде. И теперь, что бы мы тут ни делали, у нас всегда будет возможность чуть-чуть подкорректировать вот этот нюанс. То есть сейчас я снова начинаю уменьшать. Ну вот, кстати, пока что работает. Ну вот, то есть, в принципе, мы с этой задачей справились. Давайте теперь попробуем закинем сюда какую-то другую фигуру, например, ну вот что-то либо такое, либо... Давайте, наверное, вот эту. Так, смотрим, что получилось. И, в принципе, тоже неплохо. Дальше пробуем. Поменять отступы. И вроде бы пока что все работает. Да, то есть пока все работает, но очень скоро мы окажемся в ситуации, когда реализуем следующую опцию этого алгоритма, когда оно снова перестанет работать. И вот эти вот бегунки согласования отдельные, они нас как раз начнут в этой ситуации спасать. Ну и теперь давайте реализуем еще одну опцию, которая позволит нам сохранять сегменты узоров прямыми. Давайте посмотрим, что я имею в виду. Взглянем вот сюда. И можно заметить, что вот эти два узора имеют прямые линии. То есть здесь они у нас скругленные, а здесь они у нас прямые. И на самом деле, чтобы добиться этого эффекта, алгоритм тоже нужно немножко изменить. Поэтому давайте именно этим мы с вами сейчас и займемся.
Итак, первое, что нужно понять, куда вообще вставлять данный функционал. Ну, очевидно, что вставлять его нужно где-то между flow и офсетами. Для того, чтобы, соответственно, офсетить уже измененную кривую. Уже кривую, состоящую из прямых сегментов, но в то же время кривую, состоящую из прямых сегментов, но намотанную на окружность. То есть, чтобы у нас была вот эта форма, лента, намотанная на круг. Но пока что еще только одинарной кривой, которую мы потом будем офсетить в разные стороны. В принципе, этот функционал можно было бы добавить уже после офсета, но тогда бы у нас вот эти расстояния между объектами, точнее между стенками узора были бы разными. В принципе, тоже, кстати, ну, довольно интересный эффект получается, но сейчас у меня задача немножко другая. То есть я уже пробовал, я видел, как получается, и, честно говоря, прикольно, но не совсем то, что нужно в конкретной данной ситуации. Если захотите, можете сами с этим поэкспериментировать. Я пока не буду. И сейчас заготовлю тут немного места и будем реализовывать эту опцию. То есть, что нам сейчас нужно? Напомню, что на выходе из Flow, это мы разбирали в первой части, мы получаем вот такие вот кусочки, каждый из которых представлен сегментами третьей степени. А прямые линии — это сегменты первой степени. Поэтому нам сейчас нужно как-то превратить эти сегменты в обычные лайны, то есть в линии или кривые первой степени. Что нам для этого потребуется? Так, ну вот здесь у нас уже все эти кривые, все эти сегменты соединены в один сегмент. И, ну, давайте для начала введем сюда ноду Rebuild. Понятно, что мы не сразу к ней будем подключаться, но пусть она пока что здесь будет. Дальше нам нужно разбить эти объекты на отдельные кусочки. Смотрим, что получается. Пока что получается ерунда, но тем не менее, давайте продолжим. Почему ерунда? Потому что вот здесь у нас есть точки, которые нам не нужны. И сейчас мы это быстро поймем. Зададим здесь степень равной единице, количество точек равное 2, то есть чтобы у наших линий были только начальная и конечная точки. Смотрим, вот уже получили ломаную линию, но проблема в том, что здесь вот этот вот не совсем нужный излом. Опять же, можно оставить и так, и это тоже будет иметь какой-то свой декоративный эффект, но пока что давайте все-таки попробуем от него избавиться. И что нам нужно? Нам нужно каким-то образом еще вот на этом этапе, когда кривые третьей степени заходят в наш Explode, избавиться вот от этих точек. И мы, кстати, это уже делали. Делали вот здесь. То есть использовали вот эту ноду Fit Smooth, то есть... даже не знаю, как это перевести. Фит — это подгонка, что-то вроде подгонки. То есть, ну, плавная подгонка, что-то такое. И вот сюда, в эту плавную подгонку, мы сперва загоняем наш набросок и уже затем кидаем его вот сюда. Но смотрите, в чем проблема. Здесь у нас происходит разрыв по той причине, что... Давайте взглянем. Тут мы получаем кривую, у которой начальная точка находится где-то не в попад. Ну, то есть раньше, да, раньше здесь был излом. Начальная точка тут и осталась, хотя нам нужно перенести ее куда-то, опять же, на угол, на излом. И это мы тоже с вами уже делали. Делали это с помощью вот этой ноды с плагина Pufferfish. Поэтому давайте тоже ее скопируем. Она у нас настроена нужным образом, то есть тут уже заданы все допуски, и все, что нам с вами остается, это просто скопировать ее и также добавить вот сюда в нашу цепочку. Так, и сделаем мы это
на данном этапе. То есть кривую, которую мы прогнали через Fit, закидываем сюда. Опция Snap у нас также здесь уже активна. И давайте только отсоединим вот этот гайд, потому что здесь он лишний. Итак, на выходе получили прямые сегменты. То, что нам в принципе и требовалось. Дальше нам это нужно все объединить, поэтому давайте вызовем node join. И проверим, что получилось. То есть получился вот такой вот узор из прямых линий, где нет никаких лишних точек. То есть именно то, что нам с вами и нужно. И вот уже этот узор мы с вами подводим вот сюда, в наши офсеты. Смотрим, что у нас получается здесь на выходе. В принципе, получается то, что надо, но опять же кривые потеряли согласованность. И вот как раз сейчас нам и понадобятся вот эти наши бегунки. Поменяли буквально, сдвинули на один шаг индекс, и все, теперь у нас все снова стало как надо. Возникает вопрос, и что теперь, если нам нужно, допустим, гладкий тип узора, то нам нужно тянуть заново эти данные, подсоединять их в эти ноды, а если нам снова нужен прямой тип узора, то опять что ли все это перетягивать? Ну, конечно же нет, поэтому мы с вами сейчас просто добавим сюда фильтр и переключатель, который позволит нам, соответственно, переключаться по щелчку между одним вариантом и другим. Для этого давайте зайдем в инпуты и возьмем здесь value list. Давайте его сразу настроим. Smooth будет равен у нас 0. И straight будет равен единице. Дальше давайте зададим ему вид value cycle, чтобы можно было вот так вот его переключать. Дальше нам необходим фильтр. И вот сюда в фильтр мы подключаем наш гейт, то есть 1 или 2. Вот он здесь у нас меняется. И, соответственно, сюда же мы подтягиваем один вариант данных и второй. То есть smooth это у нас получается 0. Только что мы записывали. А вот то, что выходит у нас отсюда, это straight. Засовываем его в единицу. И дальше уже вот отсюда выводим данные в наши офсеты. Давайте проверим, что все работает. Вот как видим, все прекрасно работает. Ну и давайте сразу же все это потестируем. Вот, то есть, как видим, все работает. В принципе, на этом этапе алгоритм уже вполне себе универсальный. Мы обошли некоторые проблемы, некоторые баги. То есть, теперь можем подсовывать ему, в принципе, практически любые узоры, если они только соответствуют вот тому требованию, о котором я говорил, чтобы начальные и конечные точки всегда лежали на одной высоте по оси Y. То есть, соблюдали вот это правило. И алгоритм вполне универсально работает. На этом можно было бы, в принципе, и закончить. Но у меня есть еще одна небольшая идея, которую я бы хотел здесь реализовать. И она, кстати, была реализована вот в том самом алгоритме, который вы видели в первом видео, в самом начале. Это возможность влиять на вертикальный масштаб. То есть немножко увеличивать высоту нашего элемента орнамента, то есть растягивать его по оси Y, и таким образом получается, что делать нашу ленту чуть более широкой. Давайте тоже реализуем эту опцию и
Опять же, она напоминает то, что мы с вами уже делали в первой части. Это необходимость иметь некий non-uniform scale, который бы масштабировал наш объект по одной из осей, в данном случае по Y, и некий параметр, который бы задавал это масштабирование. Давайте это сделаем. Возьмем вот отсюда ноду, которой мы с вами уже пользовались, и теперь мы геометрию будем заводить не напрямую. Так, точнее, это немножко не та нода. Нам нужна вот эта non-uniform scale. Теперь мы будем заводить элементы узора не напрямую, а сперва в эту ноду, то есть будем их масштабировать, и уже после этого будем выводить их вот сюда. Так, пока что у нас все красное, но сейчас мы с вами все исправим. Так, plane у нас уже есть, это в принципе тот же самый plane. И давайте отсоединим этот бегунок. Ну вот, кстати, уже ошибка пропала. И поставим свой бегунок, которым мы будем масштабировать. Заводим его вот сюда в Y и давайте посмотрим, что у нас здесь происходит. То есть вот наш исходный элемент, а вот тот, который генерируется. Давайте доведем его до единицы. Так, и здесь у меня почему-то не поправилось. Давайте вот так. Вот, ну и соответственно, если мы пойдем дальше, то наш объект будет увеличиваться. Дальше. Здесь, в принципе, на ваше усмотрение. Хотите, можете закидывать геометрию вот сюда. Наверное, это будет более правильно. Тогда мы будем видеть вот такую картину. Но в целом это не обязательно. То есть тут уже по желанию. Ну и все. Уже на этом этапе мы с вами реализовали эту опцию. Давайте смотреть, как она работает. То есть вот узор и расширяется, и, соответственно, сужается. И последний штрих, друзья, это, собственно, экструд. Давайте тоже его добавим. Это недолго, но это придаст нашему алгоритму еще больше презентабельности. То есть мы сможем уже видеть прямо solid. И это будет немножко проще, чем ориентироваться на то, как это все будет выглядеть, вот просто глядя на этот лофт. Мне он, честно говоря, не очень нравится. Поэтому давайте заведем ноду extrude. Сюда мы с вами подадим вот этот наш лофт. Но здесь не хватает направления. Во-первых, нам нужен бегунок, с помощью которого мы будем задавать высоту нашего экструда. Давайте прям вот отсюда его и возьмем, тоже скопируем. И нам нужен вектор, то есть нам нужно показать, куда мы хотим делать экструдирование, и это будет вектор Z. И все, в итоге мы получаем полностью готовый и удобный для работы инструмент. Есть ли у этого инструмента недостатки? Да, конечно, они есть. Например, данный алгоритм может создавать только плоскостные орнаменты. И если бы у нашего медальона была немного выпуклая форма, то пришлось бы уже создавать, наверное, другой даже алгоритм, немножко с другим подходом. Этот бы, скорее всего, не подошел. Кроме того, данный алгоритм может создавать только ленты с постоянной шириной. То есть, если нужна какая-то градация, то для этих целей алгоритм уже не подойдет. Например, вот такое изделие с его помощью сделать нельзя. Но для тех целей, которые преследовал я, данный инструмент подходит идеально. Кстати, у него есть еще одна дополнительная возможность. Например, мы можем перестроить нашу кривую
активировать контрольные точки и в принципе можем даже немного отклониться от окружности и запустить наш орнамент по вот такой вот не очень правильной замкнутой кривой. Это, кстати, одна из причин, по которой я не стал задавать эту окружность алгоритмически. То есть гораздо удобнее иметь вот такую вот некую гибкость. Потому что мало ли вдруг медальон был бы каким-то, не знаю, может быть грушевидным или что-то вроде. В общем, вот такой вот получился инструмент. Я им очень доволен, но если вы опытный гороскоперовед и если в процессе наблюдения за моей работой заметили какие-то моменты, которые позволили бы, например, как-то оптимизировать этот алгоритм, буду рад услышать это в комментариях. Ну а здесь, друзья, на этом все. Надеюсь, урок вам понравился, несмотря на то, что был довольно длинным, может быть для кого-то местами сложным, но тем не менее, друзья, я старался и буду вам очень благодарен, если вы поддержите меня известными вам способами. В частности, я имею в виду ваши лайки. Вот так, друзья. Спасибо вам за просмотр. Был рад снова с вами встретиться и увидимся в следующих видео. Всем пока!